Уважаемые коллеги, после перерыва годичного из-за пандемии, Национальный музей и Тюбингенский университет продолжил свои исследования по поиску памятников каменного века и поиска мест залегания сырья. Я должен сказать, что работы ведутся на грант Европейского союза Палеосилк Род, возглавляемые профессором Тюбингенского университета Раду Иовица, и с казахстанской стороны Таймагамбетов Жакен, главный научный сотрудник Национального музея. В этом году работы начались с 1 июля с разведочных работ в Алматинской области, в районе перевала Кордай и по предгорьям Заилийского Алатау. Я должен сказать, что впервые проводится такая разведочная работа, комплексная, поскольку с нами работает докторант Тюбингенского университета Абай Намен, который специализируется по поискам и расшифровке каменного сырья. Впервые нами в результате разведок были обнаружены выходы сырьевого материала в районе села Беректас в Алматинской области. Они зафиксированы и так далее. И мы должны сказать, что даже стоянка Майбулак, некоторые артефакты, они были принесены из района Беректаса. Далее наша экспедиция проследовала район Алтын-Емеля, где еще в 1918 году нашей совместной экспедиции были обнаружены голоценовые памятники палеолита. И вместе с ним есть и задатки плейстоценовых артефактов. Не задатки, а есть артефакты плейстоценового возраста. К сожалению, из-за того, что мы работали праздничные дни, мы не могли попасть в пещеру, которую мы хотели обследовать и так далее. Но я думаю, что это временное явление. Далее мы последовали из Алтын-Емеля в район Кигеня, где также были в большом таком каньоне зафиксированные многочисленные выходы артефактов и так далее. И теперь наша задача уже посетить известные памятники палеолитического времени, где докторантом Абай Намен были отобраны образцы сырья. В частности, я должен сказать, это памятник Бюрек-Бастау-Булак верхнепалеолитического, который содержит два культуросодержащих горизонта, относящихся к эпохе Голоцена и позднего плейстоцена. Этот памятник был обнаружен нами в 1917 году. Теперь мы посетили верхнепалеолитическую и голоценовый памятник поверхностного залегания Сорколь, где также были отобраны образцы. И сейчас мы с вами находимся на известной стоянке имени Чокана Валиханова. Он интересен прежде всего тем, что содержит в результате наших разведочных работ уже 9 культурных слоев, которые относятся в большей части к эпохе верхнего палеолита. Здесь вы видите, это третья надпойменная терраса реки Арыстанды. Проходили здесь раскопки и Алпыспаева, проходили и наши раскопки. Далее совместные экспедиции проходили раскопки, где, если Алпыспаевым было выявлено здесь 5 культурных слоев, из них он один считал позднеплейстоценовый верхний, а остальные 4 залегают к позднему Устерскому времени,
то мы сейчас склонны все-таки считать, что этот памятник единого происхождения. Отобраны сейчас образцы на палеомагнитку, на ОСЛ. Я думаю, что они должны подтвердить наше мнение. Пока я не буду ее расшифровывать. И главная задача сейчас наша здесь отобрать образцы сырья, в частности халцедон светлого такого оттенка, который в изобилии встречается на левой террасе, высокой террасе реки Арыстанды. Я думаю, что совместная работа Национального музея и Тюбинского университета еще принесет свои плоды. Мы только сейчас переходим теперь к исследованию пещер. То есть, если ранее было выявлено там более 85 неизвестных пещер в предгорьях Каратау, то сейчас профессор Раду Иовита, он планирует вскрывать памятники, которые содержат рыхлые отложения. Все.